Новая вещь, просто счастье в доме. Они меняют мир и меняют нас. На основном канале вышло новое видео. А это вы смотрите уже вечером. Я только что пришел от психиатра. Точнее, психолога, который тестировал меня. И я узнал, какое у меня расстройство личности, например. Думаю, это интересная информация, да? Попробуйте угадать в комментариях. Вот, это во-первых. Кстати, все писали Шуе под последним роликом про психушку. Я загуглил, что это. Это что-то шизофренический уклад един или что-то такое. Выкусите! Нет у меня никакой шизофрении. Это у вас там с вами демоны разговаривают. Вот. А у меня внутри пустота. Чапаев и пустота, конечно же. Вот. Сегодня я хотел рассказать вам, как я сходил в театр с Маман. Будут не только жалобы. На самом деле, само произведение мне очень понравилось. Как пришить старушку. Банда грабителей пытается отнять у нее дом, застраховать, точнее, ее и грохнуть, грубо говоря, и получить за нее 50 тысяч. Ну, мошенников вообще, не грабители, они не грабили особо. Вот. И по сюжету они начинают сдруживаться все больше и больше, возникают более теплые человеческие отношения. Охуенная штука, на самом деле. Вот. Мне сначала очень напомнил этот «Дюплекс» фильм, но концовка и вообще где-то с середины уже все по-другому начинает идти. Не такие сюжетные повороты, как в «Дюплексе». Ну, «Дюплекс» — это фильм, где семейная пара пыталась выжить старушку со второго или с первого этажа, которая их постоянно донимала своими закидонами непонятными. Вот. Очень странно, и я не очень понял, почему так. В театре до сих пор не используются микрофоны. Из-за этого не то, что громкость речи плохо слышно, точнее речь, да, самих персонажей. Проблема в другом, проблема в том, что зал лучше слышишь. А в зал ходят не самые культурные люди, по всей видимости. 2 раза я слышал какую-то обоссанную Nokia, хотя миллион раз сказали: выруби нахуй телефон, ебло тупое. Нет, все равно где-то пи-пи-пи-пи-пи-пи. Какая-то стандартная мелодия на Nokia. Прям такая школьная. Вот. И во-вторых, весь пиздеж в зале, который просто постоянно, как будто у тебя действительно шизофрения, и ты голоса отовсюду вообще слышишь, потому что каждую секунду кто-нибудь допиздит. Вот, и мне кажется, что микрофоны нужны только хотя бы для того, чтобы как бы шум вот этот вот нахрен побороть, который тебя отвлекает. Вот. Но если с этим шумом, пиздежом вы можете смириться как нефиг, то смириться с человеком, который сидел слева от меня, нельзя было. Потому что с 30 минут где-то после начала спектакля человек уснул. Уснул и начал храпеть мне на ушко. Вот. Я несколько раз смотрел на него очень презрительно, потому что рядом с ним сидела его жена, и, соответственно, ну вот так вот у всех взоры, да, были направлены. И когда я поворачивал голову, естественно, она видела, что я смотрю на этого мужика с легкой ноткой ненависти, я бы сказал. Вот. И когда я последний раз посмотрел, сделал вот так, блять, в очередной раз, она начала его будить. После того, как она его разбудила, он начал кашлять, сопеть и хрюкать, блядь. Вообще, блядь, он в бесшумном режиме, это большое жирное тело, работать просто не может. Уснул, сука, храпит, проснулся. Весь спектакль, ни одного момента тишины не было. Вот, поэтому хз. С одной стороны, конечно, смешно, с другой стороны, блядь, что со светностью? Цвет непонятный какой-то, ну да ладно. О, а во-вторых, сетка, конечно же, про которую я писал ВКонтакте, что с балкона ничего не видно. Это ужасно. Вот, когда ты приходишь на концерты, для того, чтобы тебе точно было видно, там обычно есть экран. Если рассчитывается, что есть какие-то слепые зоны, да, то ставится большое что-то, на что ретранслируется то, что происходит на сцене. Из-за этой решетки я и в театр сразу как бы написал, еще когда только сел, я почувствовал нихуя себе. Когда я просто сижу в расслабленном состоянии, я вообще сцены не вижу, как бы вообще ноль. Когда сижу чуть выпрямившись, я вижу кусочек левый, на котором, сука, ничего не происходило, все справа происходило. Вот. А
Для того, чтобы нормально вообще видеть, мне приходится вот так вот сидеть, вот так вот облокачиваться, а спина к этому вестимо не привыкла. Причем не привыкла не только у меня, там, как я уже писал, люди стояли просто в итоге, потому что ни хрена не было видно. Возникает вопрос, зачем такие места продавать вообще, если есть такая проблема, если они написали мне: понимаем ваши неудобства, соответственно, это не первый раз, когда такое происходит. И нужно просто банально сделать сиденье выше. Но зачем? Вот. Я назвал это уловкой на лоха, который просто не знает, как театр сам по себе устроен и какие в нем есть такие вот казусы для того, чтобы ты пришел и посмотрел. Я просто еще не обедал, поэтому попутно две функции, так сказать, выполняю. И в гардеробе работает наипрекраснейшая, вежливая женщина, которая вот так вот двумя руками дотронулась до меня и маман, говорит: приятного вам просмотра, мои дорогие, или что-то такое. А вот которая выдает билеты, это просто пиздец. Подхожу получать билеты, которые я уже оплатил. Говорю: вот, типа у меня 2 билета. А она разговаривает через динамик, блядь. То есть она в микрофон говорит и через динамик слышит. Она начинает мне что-то говорить, и в этот момент динамик вообще не срабатывает. То есть я тишину слышу. Она сидит. Я говорю: мне не слышно. Она говорит: какого хрена, дебил глухой? Ну что-то типа того, короче. Я говорю: у вас, блядь, микрофон не работает, динамик ни хрена не работает, почините его, блядь. Потом у нее заработал динамик, она сказала, куда идти. Но я просто охуел от этого. Вот девайс сраный не работает, и я еще, блядь, виноват, типа я глухой, блядь. Вот. Значит, 3 момента не порадовали, но сам спектакль, ради которого пришли, он действительно хороший. Интересный. И 3 часа вот эти вот, которые он шел, 2:50, если бы сидеть в зале, нормально видеть, пронеслись бы незаметно. И еще я кое-что заметил, очень важное. Давно не видел красивых женщин. Думал, куда они делись. Ага. Именно в театр. Поэтому ради платонического наслаждения придется еще раз туда сходить. На основном канале вышло новое видео. Можете переходить и смотреть его. На этом пока все. У меня очень насыщенная неделя. День за днем какая-то хуйня. Вот через несколько часов мне на Дроздово идти. Вот. Билет купил. Хочу вам рассказать потом, что он там рассказывает. И стоит ли это своих денег, потому что билет не дешевый, как бы. Но я решил, что если на обоссанную инстасамку в Твери за 1500 тупые долбоещеры ходят, то уж на Николая Дроздова, по-моему, те же самые 1500 потратить — это благое дело. К тому же неизвестно, какую именно информацию он преподнесет. Возможно, это будет что-то очень полезное. Например, что делать, если на улице встретил носорога? Я не знаю. От такой ситуации, конечно же, никто не застрахован. На этом все. Спасибо за просмотр. Переходите по ссылке в описании. Всем пока.